всех приветствую на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника и расклад на такую тему. Короче говоря, я упоминала ранее, что видела сон определенный. Так вот сейчас я буду раскладывать по полочкам, какая информация должна быть нами понята для нашего дальнейшего лучшего продвижения по этой жизни. Скажу сразу, расклад на одну позицию, сфер будет 3. Я посмотрю именно те, которые затронуты были у меня во сне. Первое, я хочу сказать, вас как королеву Пентаклей останавливали ваше продвижение, вашу славу, вашу значимость в обществе. Кто-то хотел, чтобы вы развелись. Ну и, в общем, вот все в этом духе. Лишали вас ваших ресурсов. Да, причем здесь мужчину показывают, который сам в самобичеваниях сидит, но и при этом хотел, чтобы вы находились в таком состоянии. Чтобы сами себя подавляли, короче говоря. По предкам, духам вашего рода хочу сказать, что к вам идет помощь. Помощь в каком вопросе? Когда вы находились не в состоянии жертвы, но когда... Вот знаете, что мне идет? Вы, возможно, и чистились, да, и что-то предпринимали как бы в жизни, но остались какие-то моменты, которые вами были либо упущены, либо у вас еще не хватает знаний, да, чтобы вот все подтянуть, сразу вычистить какие-то вот деструктивные моменты, либо где-то что-то упустили. И вот эти моменты, они как будут зачищены родовой системой полностью. То есть вас отрезают от вашего недоброжелателя. Лично по моему сну мне четко и конкретно показали, как один из моих вражинок лежит с одним человеком, который уже много лет назад ушел в мир иной. То есть, даже если разобрать сон, это говорит о том, что человек через болезнь уходит понятно куда. Ну и что самое парадоксальное, в помощи в свое время я именно к этому человеку из своего рода и обращалась за помощью для себя. И вот как-то мне так показали во сне четко, конкретно и ясно, что ждет одного из тех людей, которые в свое время поломали мне мою судьбу. Вот. И третий аспект, который мы будем смотреть, это ваш денежный канал, ваш денежный рост, ваше продвижение. Вот они там стопорили, где-то у вас даже пробуксовочки были, но это тоже не просто так. Пока вы буксуете, пока вы боретесь, вы выходите на качественно новый уровень, а ваши недоброжелатели в этот момент вашу карму, деструктивную карму, и родовую, и вашу личную, перетягивают просто в этот момент на себя. Вот. Здесь все это по предварительной подготовке колод, да, я посмотрела, так сказать, себе подсказки. Но сейчас буду смотреть детальнее. Здесь у вас идут новые идеи. Здесь у вас прям, знаете, очень много идей, вот прям как посыплются вам на голову, что вот так можно сделать, вот это так обыграть, здесь новый проектик открыть, там еще идейки к нам подходят, то есть вы прям садитесь и выписываете все свои идеи, вот не потеряйте этот момент, вот прям выписывайте. Здесь будет у вас медленный, но уверенный рост. Терпение, да, нужно будет, настойчивость, да, нужна будет, но... Все, что вы не предпримете, положит начало для долгосрочных денежных вливаний к вам, короче говоря. То есть медленно, но уверенно, через планирование вы придете к тому, чего вы хотите от этой жизни. Вы делаете сейчас, сделаете или начнете делать инвестиции в свое будущее.
Это если кратко. Кстати, здесь вам не видно. Вот, давайте я вам вот так покажу. Видите, свеча в каком состоянии? И причем вот это все, она вот так вот стояла ко мне. Здесь на ней определенные ставы. О чем это говорит? Это говорит нам о том, что наши недоброжелатели очень усердно трудятся за нашей спиной. У них что? Правильно, кишка тонка, да? Сказать я иду на вы. Вот. И они за нашей спиной чудят всякую, извините меня, поебень Рахманинова. Ну ничего, ничего. Мы это устраним. Так, свечечку я возвращаю на место. Ну, а сейчас я буду глядеть по всем 3 аспектам, несколькими колодами, теми, которые я захотела взять. Скоро у нас будет пополнение. Ко мне едет распрекраснейшая колода. Какая пока оставлю загадкой. Я ее потом еще проработаю. Вот. Потому как там колода очень в родовую, ну лично для меня, как она мне откликается, она вот в родовую, в мир мертвых, да, в родовую систему влазит очень глубоко и, так знаете, жестко, короче говоря. В общем, мне она очень понравилась, приглянулась, специфическая. И, конечно, я уже сама жду с нетерпением, когда на ней буду расклад делать, потому что там очень много чего будет скрываться. Там уже как раз после 12 февраля Новый год в обороты войдет, и информация будет более... Королева Пентаклей опять выпадает нам. Так, Новый год, что я там говорила? Да, Новый год входит в свои вибрации, и, короче говоря, информация от рода будет уже более серьезная, потому что сейчас у нас был период некой передышки, вот январь, ну, практически 3 недели января до 4 февраля мы, можно сказать так, ну, налегке идем, налегке. Потом чуть-чуть там повеселее начнется. Так. Ну, а кто не идет налегке, ну, значит, дофига еще прорабатывать надо. Или неверное восприятие жизненных уроков к вам у вас идет. Здесь вот прям говорят, порчу сняли, порча наведена была мужчиной. И резко сняли, может, вам даже как-то, знаете, было плохо, может, не спали. И знаете, вот как-то вроде как почистились и стало плохо или еще что-то. Подумали, может, из-за чистки. Нет, это вот снималась эта программа. Здесь еще такой аспект, знаете, что показывают мне? Страдания, которые вы не можете забыть. Если не забудете, у вас будет кризис. То есть чистка идет, как бы, ну, счищаются вопросы, но дело в том, что следите за своим внутренним состоянием. И за тем, о чем вы, когда и для чего мыслите, думаете и куда энергию выбрасываете. Итак, давайте на 3 сферы. Сейчас разложу это все и посмотрю. Вот как мне приходило во сне, так я и буду это все. Это род,
недоброжелатели и наши ресурсы, наши блага, да. Что нам там передают? Смотрите, ребят, здесь крадник от какого-то императора. Уже принимайте сами, кто это может у вас быть, по работе, либо бывший, либо личные отношения, нынешние. Может, это и муж ваш быть. Кстати, здесь крадник, здесь обман, хитрость, манипуляции. Просто примите эту информацию к сведению. Может, кто-то к вам в пространство захочет, так сказать, присоединиться и поиметь с вас что-то. Сделаю по 3 карты, потому что, да, конечно, то, что мне нужно было, я уже для себя проанализировала. Хочу как бы и вам информацию эту дать в массы. Здесь на вашем жизненном пути ожидайте известий. Известия будут, это прям к бабке не ходи, я вам серьезно говорю. Что-то вот прям, знаете, очень значимое для вас будет. Вроде как с каким-то подарком человек может заявиться к вам. Знаете, энергично, быстренько, так вот, бесстрашно, по страсти. Новое начало, возможности, с обещанием новой жизни. Знаете, такой некий манипулятор, короче говоря, тоже. И, кстати, подмагичивать тоже может. Что-то вот так вот. Еще будьте осторожны, не совершайте трат под порывом импульсов каких-то. Вот сейчас, именно в этот период, вам этого делать не рекомендовано. Но лично по моей королева мечей Иерофант, ребята, здесь вы... Здесь знаете, что идет? Здесь вам род какие-то ключи будет передавать. Вы на новый уровень выходите. Здесь мудрость. Да, с помощью магии вас выводили куда нужно, но вы независимы, вы спокойны, вы умны. Вы проблемы решаете умом, а не сердцем. Здесь интеллект, изящество, здесь знания в магии. И здесь именно ваш род выйдет к вам. Какие-то знания вам передаваться будут. А еще знаете, что помимо всего? Вы будете как палач сносить головы всем тем, кто-то вас еще считает белой пушистой зайкой. Особенно если будут появляться те люди, которые вас каким бы то ни было образом обидели в свое время. Тем более, если они разрушили вашу жизнь. Вы здесь просто, косить их будете. Вот реально вы как палач. Здесь вот прям этим попахивает. Здесь еще, возможно, кто-то из вас вышел на определенный уровень, когда к вам выходят очень жесткие ребята из вашего рода, с которыми, да, ребят, здесь... по роду выйдут несколько, давайте я их охранцов назову, да, определенной иерархии на вашу защиту. Но знаете, в чем фишка вообще вот этого вот послания, то, что я сразу увидела?
Охранцы стоят до тех пор, пока вы не отдадите команду действовать. А уж хватит ли у вас силы духа, это вопрос номер 2. Решимости или что-то такое. Так, короче, я вот это сюда отложу. А вот сейчас, давайте-ка, что у нас там род, да? Что род? С прошлым что-то связано, любовная сфера, человек, который предал, поступил нелогично, ненормально. Смотрите, спрашиваю, что род хочет. Род упорно, помните, вот колода, вот я ее даже не тасовала, крадник от императора какого-то. Здесь четко за него вам хотят передать. Человек из прошлого. Девочки, смотрите, это может быть еще и работодатель с бывшей работы, который у вас, ну, на вас одевал крадники и стягивал ваши ресурсы. Есть и такие, ребятки. Вот. Здесь, да, какое-то такое, знаете, несерьезный такой, кстати, под сущами. И, кстати, этот человек в воспоминаниях, он живет прошлым, он прям застрял в них, короче говоря. И это ему, ну, своеобразная отработка за то, что он совершил. Человек из прошлого делал на вас деструктивные программы магического свойства для того, чтобы вы принудительно сделали выбор в его, видимо, пользу. Но прежде чем вы это должны были сделать по его сценарию, вы должны были получить кризис в тех отношениях, которые есть у вас на данный момент. Вот о чем род говорит, вот какие он нам открывает тайны, да? Здесь прям откровение вы получили. Ребят, вот с учетом того, что был чакровый расклад уже, вот прям вы получили эти новости, у вас, ну, открыли вы эти моменты все. Кто-то вскрылся у вас в окружении. Ой. Так, здесь могут быть несколько вариантов, сейчас уточню. Либо программа... Смотрите, здесь через неупокоенных программу делали, то есть, ну, работы погостные, но здесь вам от предков духа вашего рода идет какая информация. Программа не легла, не сработала. Не сработала. Вот почему-то они об этом нам говорят сегодня. Ну, точнее, вам. Так, тут по справедливости что-то случилось. Да, девочки, по справедливости этого человека заблокировали. По справедливости ему перекрыли все. Человек, который, знаете, любит прибухнуть, по бабам пошляться, покататься. Короче говоря, заниматься, знаете, чем? Здесь человек из вашего прошлого, который в детстве не нагулялся. Понимаете, мама, видать, много на него обязательств скидывала в свое время. Ну, просто там эксплуатировала и в хвост, и в гриву. Как пример вам могу привести, да? И человек просто не понял, даже не ощутил, что такое там подростковый период. Может, знаете, здесь еще какой-нибудь момент, когда мать на одного из детей скидывает опеку за другого, потому что она там якобы очень устает на работе, да? Но это уже такие моменты, как бы. Вот ты идешь куда-то, возьми и это с собой. Туда идешь, и это бери с собой. Знаете, как вот то... Ну, короче говоря, вот такой человек, он, в общем, подрос, вырвался из-под опеки, из-под всей этой белиберды и пошел в разнос. Знаете, не догуляла детка в свое время. И вот когда она сейчас начала нагуливать, а она нагуляла это
безалаберность несчастная, проблем себе на голову. А человек не понимает, что такое поведение, оно нормально для определенного возраста. А когда ты становишься старше, ты просто карму себе в большие узлы закидываешь. В общем, ладно, это уже такие моменты, но здесь по справедливости человек, закрыт. Ни эмоций, ни продвижения, мало информации, много от него кто-то что-то скрывает. По менталу работают, кстати, вот против вашего недоброжелателя работают по менталу. Человек застрял сейчас перед трудным решением. Что там за решение? Выбирает идти к тому человеку, который по судьбе предназначен. Возможно, здесь человек в свое время ушел из семьи, долго размышляет, или же идти в будущее, зарабатывать деньги, чему-то обучаться, конструировать свою мечту. Но дело в том, что здесь циклично, то хорошо, то плохо будет у человека. То есть, знаете, нестабильно в жизни вообще, стабильности нет денежной. Так, и что у нас здесь еще по этим? Да, человек на выборе. Возможно, он ездит чиститься. Но еще знаете, что этот человек как будто бы выметает из своей жизни определенные знания, которые, знаете, может пытается как-то начать жить по-другому. А для того, чтобы жить по-другому, нужно же и другими методами действовать, а он к этому не готов, скорее всего. Вот. Просто-напросто не готова. Ну что здесь за выбор? Ой, да ну что так плохо, а? Что здесь за метла и что здесь? Ой, да, слушайте, от этого вашего недоброжелателя фамильяры отказываются, предки духи рода его блокируют. А человек, это вообще... А человек, вот честно вам сказать, он подумывает о том, чтобы, на кого-то воздействовать, то есть с помощью любовного приворота. Причем может заказывать, может не сам делать. Да, девочки, мальчики, да. В полнолуние что-то будет еще подделывать и... Ох. Угу. Знаете, или, вот приворот делать стоит на выборе, да, или же по справедливости устранять конфликты, прекратить врать, рассказать все как есть, да, новостей каких-то может ожидать. Вот знаете, здесь больше как вот духовно подойти к решению вопроса, а здесь так, как привычно, то есть с помощью магии воздействовать на другого человека. Вот какой-то такой у него выбор, И здесь он может куда-то и ездил чиститься, но тут показывают мне четко, что человек теряет своих фамильяров. Просто-напросто. Но это такой период, когда чистки ни к чему хорошему не приведут, и те, кто чистят, еще по голове получают за то, что вообще взялись за чистку таких людей. Там свои моменты, да, я сейчас их все озвучивать не стану. Почему? Потому что, в принципе, те, кто постоянно на моем канале, я эти вопросы ранее поднимала. Так, давайте теперь смотрим. Вот что вам род. Я думала, там более какие-то, знаете, такие
глубокие знания как бы передадут. Ну, в общем, ладно, показали вот то, что показали. Теперь смотрим именно по вашим недоброжелателям. Смотрите, опять король кубковый. Да что такое? Да что ж там у вас происходит, ребят? Что ж какой-то, блин, недоимператор алкашкой страдает, товарищ. Ну, то есть выпивает, и тогда у него эмоции просыпаются. Вот. Здесь у вашего недоброжелателя что вам хотят передать, да? У вашего недоброжелателя идет выгорание, выгорание по всем сферам. Но этого человека кто-то охраняет, и кто-то ему рассказывает, что, куда поехать. Как... Знаете, здесь идет мальчик, и мамочка ему рассказывает, что в магии можно подделать. Это раз. Плюс еще к кому-то обращается он сам. И что? Ой-ой-ой. А здесь знаете что? Здесь людей выжигают прям. Вашего недоброжелателя выжигают его какие-то защиты, которые ранее работали. Вот прям. И еще какое-то идет ему... С кем-то он, как из вот этих вот, кому ездит за помощью, будет ругаться. Прям противостояние идет. Либо же ваш недоброжелатель пытается сражаться с теми силами темными, с помощью которых деструктив в свое время вершил, даже против вас. Но здесь, скорее всего, что не только вы были, так сказать, пострадавшими. То есть тут человек, который... Ну, два солнца из двух колод. То есть, ну, здесь эгоист приличный такой. Ну, эгоистяра. Вроде бы как чиститься человек собирается, да? Или надежды. Я не могу понять, как-то так, ну, с помощью магии, заклинаний. Угу, я поняла, в чем момент. Я поняла. Ребят, здесь перетягивали ваши все блага на себя. Чтобы у вас произошло выгорание. Чтобы у вас, в общем, смотрите, вот эти позиции, скорее всего, поменялись местами. Я сейчас буду проверять, что по вашей денежной сфере. Я сейчас просто проверю то, что я увидела. Да, девочки, мальчики, две позиции поменялись местами. Да. Короче говоря, это за ваше процветание, благополучие. Показывает то, что магия вам поможет. Здесь вы, знаете, как объявляете открыто: я иду на вы. Все. Вам делали на выгорание, чтобы вы ничего не хотели, чтобы, если у вас есть партнерство, вы ушли из него. То есть, короче говоря, перекрывали вам зону,
не зону, давайте сферу чувств, эмоций, радости, счастья, вашего благополучия пытались снять с вас защиты. Пытались снять защиты, да? Сейчас вот эта колода, вот это. А сняли ли? Нет, не сняли. Четверка пентаклей, как бы нет. Вы здесь под хорошими мороками. А чьи мороки? Мороки по звезде. То есть высшие силы вас оберегают, закрывают. И они не могут понять, да что ж у вас за защиты, а у кого ж вы их заказали, а что же, а как же, а какого же. В общем, там паника у людей. Вот. Они не понимают, что вы под покровительством таких сил, к которым они в свое время могли прийти, но не пришли, и, видимо, ну, им, короче, сейчас не понять, как это. Они мыслят со своей колокольни, они думают, что вы кому-то бегаете и что-то ставите, и они пробуют на себе уже, знаете, к разным практикам обращаются, короче говоря, а вдруг это сработает, а вдруг это, а не сработает, ну елки-палки, но у высших сил всегда припасены, знаете, такие плюшки для специальных людей, которыми они закрывают, и, ну, ты как бы ничего не сделаешь со своего вот этого вот низкочастотного уровня, ты не в состоянии снять защиты высоких уровней, да. В общем, о чем это, короче говоря, говорит вот эта вот перетасовка позиций? О том, что с вас ваши недоброжелатели вот эти блага хотели стащить, а не получилось. Вы здесь еще что-то поделали, вы здесь с родом посотрудничали. Что-то в круге делали, однозначно. Что-то вы делали в круге с родом. И в этом круге было очень много разных предметов. Может, вы подношения так делали, может, вы ритуал проводили. Вот ваши предки, духи вашего рода вас услышали. И здесь, кстати, да, темные к вам выходят не просто на подмогу, они вам помогут воевать. Здесь как выходит, знаете, такой человек, как наставник, И еще момент, вы можете быть наставником сейчас для других. Поэтому вам и вот этот вот запал перекрывали. Здесь новые идеи, здесь прорыв. А вот теперь мы посмотрим по недоброжелателям. Вот эти карты. У них было очень много планов, они делали ставки на какого-то практика. Не исключаю, что люди не просто к кому-то обращались, они к кому-то и обратились, и сами что-то делали. Здесь люди с замутненным рассудком идут. У них очень резко что-то у ваших недоброжелателей произошло. Слетели маски, за их манипуляцию пришла расплата, и у них иллюзии посыпались. Они очень сидели, ждали результата своего заказа на вас, да, но мы же сейчас на вас смотрим, мы не смотрим, да, что эти недоброжелатели другим людям там еще делали. Очень хотели, очень ждали, что вот сейчас, оп, ваш канал достаток, они переключают на себя, и у них просто пруха идет, изобилие, плоды, они защищены от злых духов, и ваши защиты на себя перетащут, и возвышение у них пойдет, и успех во всем, и они выше других. И такая смелость у них, и такая прям, вот они себя мнят мудрыми, но, увы и ах, это лишь их мысли. Почему? Потому что не каждый признает, что он дебил и дурак, понимаете? Здесь люди безрассудно поступили, безрассудно, они были движимы, сейчас я скажу чем, помимо гордыни и всякой белиберды, они были, знаете, чем движимы? Вы откатили, причем здесь вы по менталу поработали, вы пробили их защиты, они что-то там пытаются защиты эти выстраивать по менталу, но дело в том, что, увы и ах, ну, где ваш уровень, где их, это небо и земля.
здесь к магу, к мужику обращались. Опять показывают мне мужика. Девочки, если, мальчики, смотрите вы, я вам хочу сказать, что может проигрываться как ваша девочка из прошлого, да, на жестких мужских энергиях, или же тоже какой-то ваш друг. Кстати, в этом сегодняшнем раскладе мне идет больше мужская энергетика. Здесь весь расклад о каком-то недомужике идет. Короче говоря, в свое время, уж не знаю, неделю, 3 дня назад или 3 года назад, у каждого разные из вас сроки, вы этому мальчику откатили его магию. Она удачно легла, въелась и к нему присосалась. Знаете, как окутала его. Специфические энергии из рода этого человека вытаскивают деструктивные родовые программы. Какие? Допустим, когда люди на нижних чакрах только жили, под приворотами, под внушениями, под магией, когда люди не умели сопротивляться, когда люди мнили себя выше других. Ну вот поняли, низкочастотные такие вибрации, да? Под этими вибрациями ваш недоброжелатель говорит: о, сейчас я возьму вот все то, что я вам описывала до этого, у вас. И вот за это человек очень резко чего-то лишился и поплатился. Плюс у него слетели защиты. Он там мечтал, бедолага, планы какие-то простраивал, но это специально ему вот такие иллюзии, знаете, у него там, он под программами определенными сидит, но это не умаляет того, что эти иллюзии, вот эти вот деструктивные, да, сюжетные линии из рода на него и навели для того, чтобы проверить, а сделаешь ли ты ошибку, как мы, или ты выведешь род на новый уровень, проработаешь от себя, да, как-то переосилишь. Нет, не переосилил, слабочина. Просто слабак, манипулятор. Ну что, здесь очень интересно мне по вот этому вопросу узнать. Вот, хочу прям к этому роду обратиться и сказать, что там с ним. Что там с ним? Человек в дороге какую-то узнает истину о том, что его кинули на деньги. Еще к нему приходят новости от рода, которые показывают, где он неправильно сделал выбор в этой жизни, особенно что касаемо любви. Не исключаю, что ездил где-то, что-то, выездная ритуалика. Но знаете, что мне здесь идет? Первое, что пошло здесь... Как авария. Авария на дороге. Или в столб врезался человек. И вот знаете, яркая вспышка какая-то в дороге. И дальше показывают, знаете, события, которые были когда-то, не показывают дальше. Понимаете, вот это все, что я вот здесь подсматривала, здесь... Буквально как за доли секунды человек вот в голове проворачивает это, что были какие-то ритуалы, что вот иллюзии пали, что понял, где истина, кто враг, кто не... Вот быстро, понимаете, быстро все это. Здесь человека как в жертву принесли. Что-то еще острое, свет острое, что-то, понимаете, вот, ну,
И показывают, что фамильяры. А что за фамильяры? Там страх, там не один фамильяр какой-то. И закрывают, что за... Какие-то там духи были. Какие-то духи, и они, как знаете, вот что-то или в нем острое, или... Ну, как, может, порезался об что-то. Может, и авария, ну, такая основательная. Знаете, когда в железе мнет человека. И вот что-то острое, как протыкает тело. И за этим всем стоят какие-то духи, понимаете? И не только из, ну, не из его рода. Здесь какие-то другие стоят. Слушайте, отпишитесь мне, пожалуйста, ребят, по этому раскладу, у кого как это проигрывается, потому что здесь информация, знаете, такая неоднозначная. Вот идет расклад мысли, а потом резко и вот так вот быстро события, картинки мелькают, короче, и закрывается информация, как обрыв. Здесь у человека разочарование, что кто-то ему пообещал, что сработает ритуал, а не сработал. Показывают прошлое. Девочки, дальше информация. Мальчики, мне закрыта информация. Напишите мне, пожалуйста, что там. Может, вы знаете, что произошло с недоброжелателем. Потому что, ну, проклятие идет. Результат проклятий. У него, ну, карта отомщения выпала. Отомщение за то, что он проклятие приносил. Отпишитесь мне, пожалуйста, я вас очень прошу. Мне дальше информацию не показывает. После вот этой вот вижу вспышку, понимаете, планы, потом вспышка, вот эти огни, как бы в дороге причем. И потом много мелькающих картинок и больше ничего. И больше просто ничего. Я не исключаю, что человек, возможно, там в кому на данный момент попал, да, как бы ему, ну, перезагрузиться дают, поэтому придет время, я пересмотрю. Но может для кого-то и прям такой, знаете, глобальный вариант, когда человек разбивается насмерть. Все может быть, как бы, я не стесняюсь. Да, здесь путь, здесь карта путь, вот. В пути, что-то в пути, в дороге. Узник. Приворот. За какой-то помощью, что ли, ехал. Не знаю я, короче, ребят, то ли за помощью ехал, то ли что. То ли приворот этот хотел делать, блин. В общем, ладно. Может, я же говорю, просто кома перезагрузят, а потом уже будут. Да, здесь больше как на кому похоже, хотя с другой стороны здесь такие карты, опять башня идет. Опять иллюзия, какой-то мрак, какие-то возле него сущи, которые, знаете, как... Может и в коме человек может находиться, когда перезагружается полностью, знаете, многие какие аспекты. Тут интересно, конечно, так. Очень хотелось бы мне узнать, как у вас это проигралось, все. Вот. У меня аж голова разболелась немножко. Знаете, закрывают информацию, или человеку было вот больно в голове, может, головой ударился. Вот что-то такое. Ну, что-то здесь в дороге и свет яркий. Ну, может, ехал куда-то сам, либо же... Да, ну, мало ли, что там может быть, да, может, там ситуаций как бы множество, но, конечно, да, интересная информация такая. Фу, не сильно она вот, вроде все нормально было, а потом как пух. Знаете, как вот обрыв информации и дальше как другое идет. Смотрите, здесь вообще как
медитацию, медитативное состояние, что ли, его ввели. Ну, вот я просто карты складываю, да, но я периодически поглядываю, что там вылазит, на какой я открываю, как бы, колоду. Здесь, как бы, отшельник, здесь 4 кубков, но на этой колоде, здесь, знаете, как вот рак-отшельник, который в своей скорлупе обособлен и в медитации, может, точно в какую-то... Вот, понимаете, переход в другое измерение сознания, короче говоря. И, на общем раскладе я в такие дебри влазить не хочу, потому что я прекрасно вижу, что там за... Мне показали переход этот, да, здесь изоляция, заключение, здесь, смотрите, говорю переход, и карта перехода выпадает, блин, своеобразного, понимаете? Здесь человек в ограничениях, он обессилен. Но это он навязал сам себе, понимаете? Он сейчас как переосмысливает все. Он как будто вот перешел, знаете, вот такой вот у меня идет наш мир, да, ну вот физико-материальный мир. И вот такая вот линия, как бы, ну, стена. Вот знаете, как в водопад руку засовываешь, но это не водопад, это не вода, она как какая-то желе, не желе, знаете, такое вот. И его вот сознание в это так бум и пропало, короче, из радаров. Человек должен был принять трудное решение для себя и сейчас принимает. Он должен быть честным с самим собой, короче говоря. Вот так вот. Вот так вот. Да, ребятки, я, конечно, немножечко в шоке. Такой поток стремительный вот. Я, короче говоря, просто как вижу это все картинками, слайдами, да, и за счет определенного уровня эмпатии, здесь и очень важно контролировать, можно видеть, не просто видеть, да, глазами человека, а можно ощущать и чувствовать то, что чувствует этот человек, и это, ну, тяжело, это страшно. Там был, ну, резко, короче говоря, человек, вот сказать, что он испугался, нет, он не успел. Как-то все резко, и он осознает себя в другом измерении. Вот так вот. Я, короче говоря, этот вопрос еще, наверное, подниму вот на той колоде, которая ко мне едет. Вот с помощью нее я смогу влезть туда, если... Мне дадут разрешение, я посмотрю, короче, что в том измерении с человеком. Но, смотрите, буду смотреть в том случае, если здесь страх, карта страховая, человек, ну, испугался, может быть, и испугался, знаете, или как уже потом испугался, знаете, когда пришло к сознанию, что, блин, такая вот, что-то случилось, что, ну, рефлекторно ты пугаешься. Не показывают мне, не показывают. Значит, еще время, ну, не время узнать эту информацию. Или, ребят, если вы напишете, что да, действительно, вы вот знаете, что случилось с вашим каким-то вот недоброжелателем, что-то из этого, и если вам будет действительно интересно, и вас там будет, ну, не один, не 3 человека, а, ну, многим, я тогда, конечно, обязательно подниму этот момент. Здесь вы у рода что-то просили, вы просили что-то у рода своего, и это случилось, это свершилось. Фамильяры темные, магическое воздействие, как с глазом, что ли, пошло, проклятием пошло. Что-то этот недоброжелатель вас, может, всколыхнул, и вы подумали в сердцах. Я не знаю. Короче, так, давайте я подытожу. Все, надо выходить из этого, потому что, да, мне интересно это все, но энергия, оно так много жрет, вот это вот, не знаю, как объяснить это, понимаете, вот другое измерение, вот такое какое-то, оно вязкое, понимаете, вот вязкое все. Прозрачная, но вязкая, не знаю, как это объяснить. Короче говоря, если вы четко знаете, что у вас, да, там такая ситуация имеет место быть, пожалуйста, пишите мне в комментариях, хотите в личку, пишите. Увижу, что много людей, я попробую посмотреть, что вот в
том измерении рассмотреть эту ситуацию, что же там с человеком, да, с его мыслями, разумом происходит. Вот. Может, он просто сейчас в периоде между мирами. Понимаете, между мирами, вот оно необычное такое, вот и не в нашем, и не в том, он между, он где-то между. Фу, в общем, как-то так. На сегодня я с вами буду уже прощаться, ребят. Вот, и желаю вам добра этого мира, как всегда. Очень жду ваших комментариев. Все, пока-пока.